Верховный суд объяснил, как доказывать работу без трудового договора. Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, детально прописывающий, как наказывать работодателей за нарушение прав сотрудников. Например, задержку зарплаты. В документе особо разъясняется, как доказать, что человек работал на предприятии, если с ним официально не заключили договор. Так бывает, что работодатель предпочитает использовать работника в темную, чтобы не платить лишних налогов. Да и в целом, чтобы не давать человеку каких-то социальных гарантий. Однако Верховный суд России напомнил, официально трудоустроить сотрудника – это не прихоть, а официальная обязанность работодателя. Верховный суд РФ дополнительно обращает внимание судов на то, что трудовой договор между работником и работодателем считается заключенным с момента, когда работник приступил к работе по поручению работодателя или его уполномоченного представителя. И именно с этого момента у работодателя есть 3 дня для оформления трудового договора, пояснил почетный адвокат России Никита Филиппов. В проекте приводится примерный перечень доказательств, которые могут подтверждать, что человек действительно работал на начальника. Это могут быть объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей, поясняет Никита Филиппов. Также может приниматься в качестве доказательства, например, пропуск, оформленный гражданину. Примут суды и письменные подтверждения, скажем, журнал регистрации прихода-ухода работников на работу, графики работы, сменности, журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности, ведомости выдачи денежных средств и тому подобное. Можно принести в суд, допустим, накладные путевые листы, счета-фактуры, акты, которые заполнял или подписывал человек, якобы никогда не работавший на предприятии. Как только человек приступил к работе, работодатель обязан в течение 3 дней оформить договор. Должна приниматься судами в качестве доказательств также переписка сторон, в том числе по электронной почте, материалы фото и киносъемки, звука и видеозаписи, говорит адвокат. Кроме того, Верховный суд РФ указал, что административная ответственность по указанной части статьи наступает и тогда, когда заработная плата не выплачивается работнику, с которым трудовой договор не заключался или заключен ненадлежащим образом, говорит адвокат. Иными словами, нельзя задерживать зарплату даже тому, кого официально не оформили. Если такое случится, начальника накажут и за задержки выплат, и за неоформление человека. Государство особо защищает право граждан на своевременную оплату труда. В случае задержек выплаты заработной платы, пенсий и иных установленных законом выплат, а также при частичной их выплате граждане могут обратиться за помощью в органы прокуратуры, профсоюзные органы, Государственную инспекцию труда или в суд, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Трудовая инспекция обязана сохранять конфиденциальность сведений о заявителе, если он попросит об этом в своем заявлении.